Всем доброй ночи. Вот, наконец-то я могу спокойно снимать ролики и загружать, потому как уже есть нормальный интернет, и нет нужды постоянно отвлекаться на прямые эфиры. Тем более, что прямые эфиры занимают очень много времени и забирают силы, отвлекают иногда. Дорогие друзья, я вам дарила огромное количество ритуалов денежных. Не буду повторяться, почему я их дарю. И не буду снова говорить о том, что у каждого человека своя энергия, своя генетика, своя память предков. И именно поэтому ритуалы должны быть в большом количестве, чтобы каждый человек нашел свое. Чтобы каждый человек испробовал свое и получил результат. Итак, перед вами золотой алтарь или золотистая ткань. Можно зеленую ткань, можно красную. Драгоценности, золото, бриллианты, деньги, купюры. Я работаю с долларами. У меня как-то энергетика с долларом очень хорошо налажена. Хотя приходит в рублях, но работаю с долларом. 2 свечи, красная и зеленая. Благовония, алтарь фортуны, если есть. Желательно, чтобы еще была шуба, серебро. Это коллекция топаза. Это коллекция дымчатого кварца. Или по-другому раух-топаз. Хотя к топазу отношения не имеет, но так называют. В любом случае, в этой работе, в этом ритуале можете дать волю своей фантазии, изобретательности, импровизировать и создать богатый алтарь. Деньги тянутся к деньгам. Денежные ритуалы должны быть составлены с помощью богатых алтарей, с помощью дорогих вещей и атрибутов богатства. Почему во время ритуалов я надеваю украшения? Когда вы встречаете дорогого гостя, вы готовитесь к этому, одеваетесь. Вы, значит, на себя надеваете дорогие украшения желательно, да? Представительно выглядите. Вот точно так же вы призываете дух богатства в свой дом, в свою жизнь. И, естественно, вы должны соответствовать этому моменту и усилить свою связь с богатством. А усилить связь с богатством можно только атрибутами богатства. Итак, дорогие друзья, те, которые говорят, что делать, если у меня нет украшений и прочее, прочее. Начните с малого, денежных шепотков, потом дальше, а потом, знаете, говорят, для того, чтобы стать очень богатой, для начала нужно быть просто богатой. Так вот, для начала начните с того, чтобы проводить, начитывать ритуалы, в которых нет нужды атрибутов богатства. А потом постепенно вы начнете собирать. Я вас уверяю, что вы за короткое время соберете атрибуты богатства, и они будут приумножаться. Для того, чтобы что-то приумножалось, нужно, чтобы это что-то для начала было. Понимаете? Чтобы приумножались драгоценности, они должны для начала быть. Хотя бы одно кольцо должно быть, чтобы оно потом приумножилось и стало больше. Чтобы приумножились деньги, для начала должна быть купюра хотя бы одна, которая может приумножиться. То есть из ничего ничего не происходит. Поэтому нужно сначала создать это что-то, а потом это что-то приумножить. Итак, я этот ритуал назвала «Роскошная жизнь».
Этот ритуал проводится со стихией огня и начитывается хотя бы раз в неделю, то есть проводится хотя бы раз в неделю, если вы хотите постепенно двинуть с места ваши денежные дела. Со временем он начнет привлекать в вашу жизнь роскошь. Роскошь, которая неотъемлемая часть жизни в достатке. Итак, пожалуй, с вами начнем. Давайте, наверное, вот так лучше, да? И красивее. Читать нужно 7 раз. Я прочитаю, наверное, 1 раз, потому что не хватит у меня и силы, времени. Мне нужно еще кое-что вам подарить. Поэтому я прочитаю 1 раз. Что нужно в этом ритуале, как нужно откупаться? В этом ритуале откуп – это ваша положительная энергия. Потому что вы здесь просите имущество, богатство, роскошную жизнь. Когда у вас дела пойдут в гору, помогите кому-нибудь, устройте на работу, подарите какой-нибудь дорогой подарок, накормите бездомных животных, пожертвуйте какому-нибудь приюту, возьмите домой кошку или собаку, сделайте доброе дело в ответ. То есть отдайте Вселенной то добро, которое вам приходит, хотя бы малую часть. Стоит трон великой фортуны на горе золотой. Под горой золотой огненная река протекает. Река огненная, берега изумрудные, да двери алмазные, да за теми дверями богатство хранится, умножается, да меня ждет. Ключи от тех дверей булатные, да замки укладные. Отдаст мне в руки Матерь Фортуна ключ золотой, и скажет она мне: дозволяю, открой. Открою я замок, отворится дверь, и за дверью той богатство мое венчает меня короной золотой, да в славу меня одевает, до вершин людских поднимает. Отныне деньги всего мира меня узнают, а духи в моих сундуках мои монеты считают и никак не сосчитают. А деньги мои все прибывают, да прибывают. Нет счету звездам на небе, нет счету деньгам моим на земле. Да будет так, заклинаю. Да, когда вы начитаете, потушите свечи. Эти свечи можете использовать и в других ритуалах. Благовония оставьте истлеть и можете убрать с алтаря. Давайте еще раз прочитаем. В каждом моем ритуале, в каждом заговоре есть ключ. Слово «ключ», открывающий этот ритуал и дающий возможность даже обычному человеку получить помощь. Этот ритуал можно совершить раз в неделю. Чаще, думаю, не стоит, хотя если у вас очень сильные финансовые проблемы, попробуйте 2 раза в неделю, в начале и в конце недели. Нужно ли каждый раз подготавливать алтарь? Желательно, если вы хотите, чтобы был сильный эффект. Но если у вас нет силы и возможностей, то просто возьмите свечи 2 цветов, как здесь, благовоние, положите на стол деньги или на алтарь, где вы будете читать, драгоценности и начитайте. То есть можете не так подготовить, как я, но знайте, чем больше творчески вы подходите к своему труду, чем больше предъявляете инициативу, чем больше уважения у вас к силам, тем больше силы вас слышат и помогают. Это запомните. Много отдаешь, много получаешь. Мало отдаешь, мало получаешь. А здесь вы отдаете уважение и энергию свою положительную.
Стоит трон великой фортуны на горе золотой. Под горой золотой огненная река протекает. Река огненная, берега изумрудные, да двери алмазные, да за теми дверями богатство хранится, умножается, да меня ждет. Ключи от тех дверей булатные, да замки укладные. Отдаст мне в руки Матерь Фортуна ключ золотой, и скажет она мне: дозволяю, открой. Открою я замок, отворится дверь, а за дверью той богатство мое венчает меня короной золотой. Да в славу меня одевает, до вершин людских поднимает. Отныне деньги всего мира меня узнают, а духи в моих сундуках мои монеты считают и никак не сосчитают. А деньги мои все прибывают, да прибывают. Нет счету звездам на небе, нет счету деньгам моим на земле. Да будет так, заклинаю. Прочту еще раз. Стоит трон великой фортуны на горе золотой. Под горой золотой огненная река протекает. Река огненная, берега изумрудные, да двери алмазные, да за теми дверями богатство хранится. Умножается, да меня ждет. Ключи от тех дверей булатные, да замки укладные. Отдаст мне в руки Матерь Фортуна ключ золотой, и скажет она мне: дозволяю, открой. Открою я замок, отворится дверь, а за дверью той богатство мое венчает меня короной золотой. Да в славу меня одевает, до вершин людских поднимает. Отныне деньги всего мира меня узнают, а духи в моих сундуках мои монеты считают и никак не сосчитают. А деньги мои все прибывают да прибывают. Нет счету звездам на небе, нет счету деньгам моим на земле. Да будет так, заклинаю. Немного устала, но невзирая на это, мне захотелось вам подарить. Вновь начать дарить замечательные ритуалы, которые будут менять вашу жизнь. Возьмите, проводите, живите в достатке, радуйте своих детей и ни в чем себе не отказывайте. И пусть ваша жизнь будет роскошной, потому что вы это заслуживаете. Всем удачи!